Как древние цивилизации без кранов и компьютеров создавали постройки, которые современные инженеры не могут повторить даже сегодня. Блоки Баальбека весят 800 тонн, ни один существующий кран в мире не способен их поднять. А внутри египетских пирамид найдены следы механической обработки камня с точностью до доли миллиметра. Сейчас мы разберем структуры, которые буквально ломают все, что мы знаем об истории человечества. И самое неудобное для официальной науки, часть этих построек возведена за тысячи лет до того, как у людей по версии учебников вообще появились сложные инструменты. Один из объектов нашего списка был намеренно засыпан землей, и до сих пор никто не может объяснить зачем. Другой построен так, что его стены выдерживают землетрясения магнитудой 8 баллов без единой трещины, тогда как современные здания рядом рассыпаются в пыль. Начнем с места, которое старше Стоунхенджа на 6000 лет. Гёбекли-Тепе находится на юге Турции, и в 94-м его начал раскапывать немецкий археолог Клаус Шмидт. То, что он обнаружил, перевернуло всю хронологию человеческой цивилизации. Каменные колонны высотой до 6 метров, весом до 20 тонн каждая, выстроены в идеальные круги. Возраст постройки 12 тысяч лет. Проблема не в возрасте, проблема в том, кто это построил. Это на 6 тысяч лет старше Стоунхенджа и на 7 тысяч лет старше первых шумерских городов. По всем данным науки, 12 тысяч лет назад в этом регионе жили охотники-собиратели. Люди без постоянного жилья, без сельского хозяйства, без государства. Но кто-то из них вырезал в твердом известняке колонны с барельефами животных такой детализации, которая требует месяцев работы с металлическими инструментами. Металла тогда не существовало, но кто-то из них вырезал в твердом известняке колонны с барельефами животных такой детализации, которая требует месяцев работы с металлическими инструментами. Металла тогда не существовало. Шмидт провел на раскопках 20 лет и незадолго до смерти в 2014-м сказал одну фразу, которую потом цитировали все. Сначала был храм, потом город. Здесь все наоборот. Комплекс построили до того, как люди вообще начали выращивать зерно. Гёбекли-Тепе разрушил теорию о том, что религия и монументальная архитектура появились после сельского хозяйства. Но самая странная деталь — это то, что произошло с объектом примерно 8000 лет назад. Кто-то намеренно засыпал весь комплекс землей. Не разрушил, не сжег, именно аккуратно закопал тысячи тонн щебня и почвы, погребя под ними все постройки. Это и сохранило их до наших дней в идеальном состоянии. Зачем это было сделано, неизвестно. Ни одна из существующих теорий не дает убедительного ответа. Раскопано на сегодняшний день меньше 5% территории. Георадар показывает под землей еще десятки аналогичных круговых структур. То, что мы видим, это только вершина. Баальбек — это римский храмовый комплекс, построенный на фундаменте, который римляне сами не возводили. Следующий объект находится в Ливане, и он ставит другой вопрос. Не зачем, а как. Под римскими колоннами лежат блоки из известняка, каждый из которых весит от 800 до 1100 тонн. 3 самых крупных блока называют трилитоном. Они уложены в одну ровную горизонтальную линию с зазорами менее 2 мм. Самый тяжелый известняковый блок в мире, когда-либо сдвинутый с места человеком, весит около 2000 тонн. И он до сих пор лежит в каменоломне в 800 метрах от Баальбека. Его называют камень беременной женщины. Его так и не довезли. Непонятно, как вообще планировали везти. Современный самый мощный серийный кран в мире поднимает 3600 тонн, но только вертикально, с минимальным смещением. Передвинуть блок весом 1000 тонн по пересеченной местности на 800 метров и уложить его с точностью до 2 мм, этого не может сделать ни одна строительная компания на планете сегодня. Ни с каким бюджетом. Римляне в своих записях упоминают Баальбек, но нигде не пишут о строительстве фундамента. Египетские пирамиды стоят на плато Гиза уже 4500 лет, и за это время их изучили тысячи ученых. Казалось бы, все давно известно. Они просто использовали то, что уже было. Кто возвел эти блоки, в источниках нет ни слова. Но в 2017-м физики из Франции, Японии и Египта направили внутрь Великой пирамиды потоки мюонов, элементарных частиц, которые проходят сквозь камень так же, как рентген проходит сквозь тело. Результат шокировал всех. Внутри пирамиды обнаружилась огромная полость длиной не менее 30 метров, о существовании которой никто не знал. Что в ней находится, неизвестно до сих пор. Египетские власти не дали разрешения на вскрытие. Но загадка пирамид не в скрытых комнатах, загадка в цифрах. Основание Великой пирамиды — это квадрат со стороной 230 метров. Отклонение каждой стороны от идеально ровной линии составляет менее 2 сантиметров на всю длину. 4 угла отклоняются от прямого угла в 90 градусов на величину менее 1 минуты дуги. Для сравнения,
менее, современный строительный норматив допускает отклонения в несколько раз больше. Пирамида ориентирована по сторонам света с точностью до 0,03 градуса. Это точнее, чем ориентация Гринвичской обсерватории в Лондоне, построенной специально для астрономических измерений. При этом у строителей пирамиды не было компаса. Он появится через 3000 лет в Китае. Внутри погребальной камеры фараона Хуфу стоит гранитный саркофаг. Его внутренние поверхности отполированы до плоскостности с отклонением в 0,01 мм. Гранит — один из самых твердых материалов на планете. Такую обработку сегодня выполняют только специализированные станки с алмазными фресками. Следы на камне указывают на вращательное движение инструмента с постоянной скоростью подачи. Никакой ручной инструмент из меди или камня физически не способен оставить такой след. Инженер Кристофер Дан в 1998-м опубликовал детальный анализ следов обработки внутри пирамид. Он 20 лет проработал на производстве авиационных двигателей и специализировался именно на прецизионной обработке металлов. Его вывод: следы на граните внутри пирамиды идентичны следам от современного токарного станка с твердосплавным резцом. Скорость высверливания отверстий в граните, судя по шагу спиральных царапин, в 500 раз превышала скорость современного алмазного бурения при ручном давлении. Официальная египтология объясняет строительство пирамид медными инструментами, деревянными санями и десятками тысяч рабочих. Но медь мягче гранита. Медным инструментом нельзя обработать гранит вообще. Он просто сомнется. На это у египтологов нет ответа. Пирамида Хеопса содержит 2 300 000 каменных блоков. Средний вес каждого — 2,5 тонны. Самые тяжелые блоки в погребальной камере весят 80 тонн и подняты на высоту 43 метра. Если строительство заняло 20 лет, как принято считать, то каждые 2 минуты круглосуточно без выходных нужно было укладывать один блок. Каждые 2 минуты — это 20 лет подряд. Только для того, чтобы выдержать темп, не говоря о точности укладки. Зазор между блоками в облицовке пирамиды составлял менее половины миллиметра. В этот зазор невозможно вставить лезвие ножа. Раствор, которым скреплены блоки, до сих пор прочнее самого известняка, то есть камень разрушится раньше, чем шов между камнями. Под городом Неаполь на глубине 30 метров расположена сеть тоннелей длиной около 80 километров. Это известно давно. Но в 2002-м итальянский спелеолог Лучано Гарделли обнаружил в этой сети фрагменты, которые не вписываются ни в одну известную эпоху строительства. Стены отдельных секций обработаны с точностью, характерной для промышленного фрезерования. Углы между плоскостями ровно 90 градусов без единого отклонения. Возраст этих секций по анализу породы и отложений превышает 3000 лет. Кто и чем обрабатывал туф с такой точностью в X веке до нашей эры? Открытый вопрос. Но подземные загадки Италии меркнут перед тем, что находится в Тур. В 63-м турецкий исследователь Мехмет Аксой вскрыл в своем подвале в городе Деренкую замурованную дверь. За ней оказался вертикальный шахтный ствол. Он уходил вниз. Когда спустились на дно, выяснилось, что шахта ведет в разветвленную систему залов, коридоров, складских помещений, конюшен, церквей и вентиляционных шахт. Подземный город Деренкую уходит на 18 уровней вглубь до отметки 85 метров под поверхностью земли. Он вмещал до 20 тысяч человек одновременно вместе со скотом и запасами продовольствия на несколько месяцев. Вентиляционная система Деренкую — отдельная загадка. Более 52 вентиляционных шахт диаметром от 1 до 2 метров пронизывают все 18 уровней сверху донизу. Воздух на нижних этажах свежий и пригодный для дыхания. Система работает без каких-либо механических устройств, только за счет разницы давлений и продуманного расположения отверстий. Современные инженеры-вентиляционщики, изучавшие объект, констатировали: воспроизвести такую пассивную систему вентиляции для 18 подземных уровней сегодня крайне сложно даже с компьютерным моделированием. Каждый уровень отделялся от следующего каменными дверями, круглыми базальтовыми дисками диаметром около 1,5 метров и весом от 200 до 500 килограммов. Диск откатывался в сторону изнутри и запирал проход полностью. Снаружи сдвинуть его было невозможно. Это означает, что система проектировалась как убежище, из которого нельзя выбить дверь снаружи никакими средствами. Официальная датировка относит строительство Деренкую к периоду фригийцев, примерно 8-7 век до нашей эры. Но геологический анализ нижних уровней дает значительно более ранние даты. Часть исследователей считает, что верхние уровни действительно фригийские, а нижние многократно старше и принадлежат неизвестной более древней культуре, которая уже существовала здесь до Фригии. Ну что, загадки древности ты уже раскрыл, а сам-то не забыл о кладах современности. На нашем сайте playprofit.com собраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и только сегодня при регистрации по ссылке в описании ты получаешь бонус 500 токенов. Так что загадывай, а потом открывай секреты. В радиусе 40 километров от Деренкую обнаружено еще более 200 подобных подземных комплексов, хотя большинство из них значительно меньше. Каппадокийский регион Турции буквально пронизан подземными
подземными городами. Общий объем выработанной породы во всех комплексах региона по приблизительным подсчетам составляет несколько миллионов кубических метров. Куда делась вся эта порода, неизвестно. На поверхности нет никаких отвалов, которые соответствовали бы таким объемам выемки грунта. Последнее, что делает Деренкую по-настоящему необъяснимым, в 1985-м турецкие власти закрыли нижние 4 уровня для посещения. Официальная причина — соображения безопасности. Что именно находится на закрытых уровнях и было ли там что-то найдено, не сообщается. В перуанских Андах на высоте 3400 метров над уровнем моря стоят стены Саксайуамана. Каждый блок весит от 100 до 360 тонн. Блоки подогнаны друг к другу без раствора, и подогнаны так, что между ними не проходит лист бумаги. Но главная странность не в весе и не в точности. Главная странность в форме. Каждый блок имеет уникальную многоугольную форму с десятками граней, углов и выступов. Соседний блок вырезан так, чтобы точно соответствовать всем этим граням, как детали пазла, только в 3 измерениях и весом в сотни тонн. Один блок в Саксайуамане имеет 12 углов и стыкуется одновременно с 6 соседними блоками по всем 12 граням без единого зазора. Испанские конкистадоры, увидев Саксайуаман в 1536-м, решили, что стены построили демоны. Это не метафора, да? Это буквально написано в донесении Педро де Сьеса де Леона королю Испании. Сами инки на вопрос о строительстве отвечали, что стены возвели Виракочи, существа, пришедшие до инков. Инки прямо говорили, что не строили Саксайуаман. Андский регион Перу содержит десятки аналогичных объектов. В Олентайтамбо блоки с розового гранита весом от 50 до 150 тонн подняты на высоту более 100 метров над дном долины. Каменоломня, из которой взят этот гранит, находится на другом берегу реки Урубамба и на 300 метров выше по склону противоположной горы. Это означает, что блоки сначала спустили вниз, переправили через горную реку и подняли на 100 метров вверх с другой стороны. Следов дороги, по которой это могло быть сделано, не существует. Пума-Пунку на территории современной Боливии картина еще более радикальная. Блоки из андезита и красного песчаника обработаны так, что их поверхности абсолютно плоские, с отклонением менее 1 мм на метр длины. В блоках вырезаны пазы шириной ровно 6 мм, идеально прямые, с одинаковой глубиной по всей длине. Внутренние углы пазов там идеально прямые. Это не может быть результатом ручного труда с каменными или бронзовыми инструментами. Такой паз невозможно вырезать без направляющей и режущего инструмента тверже андезита. Андезит по шкале твердости мооса имеет показатель около 7. Бронза 3. Камень обрабатывают камнем более твердым. Но в Пума-Пунку нет следов абразивной обработки. Следы на поверхности блоков указывают на срезание материала, а не на истирание. Срезать андезит можно только инструментом тверже 7 по шкале Мооса, то есть минимально твердым сплавом на основе корунда или алмаза. Ни того, ни другого у доколумбовых культур Боливии, согласно официальной версии, не было. Радиоуглеродный анализ органических остатков в районе Пума-Пунку дает дату около 15 тысяч лет назад, что делает этот объект современником последнего ледникового периода. Официальная археология эту датировку оспаривает и настаивает на 5-6 веке нашей эры. Расхождение это 14,5 тысяч лет. Спор не закрыт. Самый крупный блок в Пума-Пунку весит 800 тонн и состоит из красного песчаника. Ближайшее месторождение такого песчаника находится в 10 километрах от объекта. Между месторождением и Пума-Пунку горный рельеф без естественных путей для транспортировки многотонных грузов. Как блок оказался на месте, без ответа. 1900. Левандовский году у берегов греческого острова Антикитера водолазы подняли со дна моря бронзовый механизм. Это произошло в 1901. Механизм пролежал на глубине 45 метров около 2000 лет и представлял собой сгнивший деревянный ящик с бронзовыми шестернями внутри. Поначалу на него почти не обратили внимания. Через 50 лет физик Дерек де Соло Прайс сделал рентген находки и не поверил результату. Внутри механизма находилось не менее 37 бронзовых шестерен разного размера, вложенных друг в друга с ювелирной точностью. Механизм вычислял положение Солнца и Луны на любую заданную дату, предсказывал солнечные и лунные затмения с точностью до нескольких часов и отслеживал 4-летний цикл Олимпийских игр. Он был создан примерно во II веке до нашей эры. Следующий механизм сопоставимой сложности появится в Европе только в XIV веке нашей эры, через 1500 лет. Это означает, что либо античная цивилизация достигла технологического уровня средневековья, и эти знания были полностью утрачены, либо механизм Антикитеры не единственный артефакт своего рода и просто случайно уцелел. Томографический анализ, проведенный в 2006 международной группой ученых, выявил на шестернях микроскопические надписи.
инструкцию по эксплуатации, выгравированную буквами высотой менее 2 мм. Всего расшифровано около 3000 символов. В инструкции описаны астрономические циклы и принципы работы механизма. Это означает, что устройство производилось серийно. Инструкция нужна только тогда, когда покупатель не знаком с продуктом заранее. Но механизм Антикитеры — это артефакт, который хотя бы сохранился. Храм Хатхор в египетском Дендере содержит нечто, что сохранилось в камне, но интерпретируется наукой принципиально по-разному. На стенах одного из подвальных помещений храма вырезаны рельефы, датируемые примерно 1 веком до нашей эры. На рельефах изображены продолговатые овальные предметы с фигурами внутри, змеями или нитями, протянутыми от одного конца к другому. Из каждого предмета выходит шнур, соединенный с прямоугольным основанием. Австрийский электротехник Вальтер Гарн в 1969 заявил, что рельефы изображают электрические лампы. Он построил рабочую модель по изображению на рельефе, стеклянную колбу с металлическими контактами и нитью внутри, и подключил ее к электрическому источнику. Лампа загорелась. Официальная египтология считает интерпретацию Гарна фантастикой и настаивает на том, что рельефы изображают мифологических змей в лотосе. Параллельно существует другой аргумент. В гробницах Египта, включая глубокие внутренние камеры без окон, сохранились цветные росписи высочайшего качества. Художники работали в полной темноте. Вентиляция не позволяла использовать факелы или масляные лампы достаточно долго без риска отравления. Следов копоти на потолках этих камер нет. Зеркальные системы для отражения солнечного света могли теоретически освещать прямые коридоры, но не изогнутые внутренние камеры. Чем освещали рабочее пространство египетские художники, тут официального объяснения нет. В индийском городе Дели стоит железный столб, отлитый в IV веке нашей эры. Высота 7 метров, вес 6 тонн, состав железо частотой 98%. За 1600 лет под открытым небом в тропическом климате столб практически не покрылся ржавчиной. Современная металлургия объясняет это особым составом поверхностного слоя, тонкой пленкой из оксида железа и фосфатов, которая образовалась в процессе ковки при определенных температурных режимах. Воспроизвести этот процесс намеренно современная промышленность смогла только в 21 веке и только в лабораторных условиях. Кузнецы IV века сделали это без термометров и без понимания химии процесса. Великая пирамида Хеопса расположена на 30-й параллели северной широты. Это совпадение кажется незначительным, пока не смотришь на карту. На той же 30-й параллели стоят Баальбек, Персепольский дворцовый комплекс в Иране, древний город Мохенджо-Даро в Пакистане и тибетский монастырь Сами. Статистическая вероятность случайного совпадения при таком количестве объектов ничтожно мала. Но это только начало. Периметр основания Великой пирамиды, деленный на удвоенную высоту, дает число 3,114, то есть число π с точностью до 4 знаков после запятой. Π как математическая константа будет формально вычислена греческим математиком Архимедом через 2000 лет после строительства пирамид. Высота пирамиды в метрах, умноженная на 10 в 9 степени, дает расстояние от Земли до Солнца с погрешностью менее 1%. Расстояние от Земли до Солнца будет точно измерено европейской наукой только в 17 веке нашей эры. Математики спорят о том, случайны ли эти соотношения, но следующий факт случайным быть не может. 3 пирамиды Гизы расположены относительно друг друга точно так же, как 3 звезды пояса Ориона расположены на небосводе, с сохранением пропорций расстояний и угла наклона линии. Это установил в 1983-м бельгийский инженер Роберт Бювелл. Компьютерное моделирование показало, что точное соответствие расположения пирамид и звезд наблюдалось с территории Гизы около 10500 лет назад. Из-за прецессии земной оси небо медленно смещается, и пояс Ориона занимал именно ту позицию, которую воспроизводят пирамиды в 10 тысячелетии до нашей эры. Майя в Центральной Америке, независимо от египтян, создали календарь, точность которого превышает точность григорианского календаря, используемого сегодня. Майянский календарь определяет длину солнечного года как 365 дней, 242 870 тысячных суток. Современное астрономическое значение 365 дней, 242 890 тысячных суток. Расхождение больше менее 2 секунд в год. Майя вычислили это без телескопа. Храм Кукулькана в Чичен-Ице построен так, что в дни весеннего и осеннего равноденствия тень от ступеней пирамиды создает на боковой стене лестницы иллюзию ползущей змеи длиной 34 метра. Эффект длится ровно 45 минут и исчезает. Для его создания угол наклона каждой ступени, высота и расположение пирамиды по сторонам света должны быть выверены с астрономической точностью. Отклонение в несколько сантиметров в любую сторону разрушило бы эффект полностью. Шумерские глиняные таблички, расшифрованные в 19 веке, содержат описание Солнечной системы с 6 планетами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером и Сатурном. Это те планеты, которые видны невооруженным глазом. Но на одной из табличек описана планета с эллиптической орбитой, которая уходит далеко за пределы известных планет и возвращается каждые 3600 лет. Уран будет открыт в 1781 с помощью телескопа. Нептун
в 1846. Существование объектов за орбитой Сатурна шумеры не могли знать по определению, если верить официальной версии об уровне их астрономических знаний. Карта Пири Рейса, составленная в 1513 османским адмиралом, изображает побережье Антарктиды без ледяного покрова. Антарктида официально открыта в 1820. Последний раз ее берега были свободны ото льда около 6000 лет назад. Пири Рейс написал на карте, что срисовал ее с более древних источников. Какие именно карты он использовал, неизвестно. В 1968 пилот небольшого самолета летел над Багамскими островами и заметил под водой на глубине 6 метров у берегов острова Бимини ровные ряды прямоугольных каменных блоков. Блоки уходили под воду на расстояние около 800 метров. Это образование назвали «Дорогой Бимини». Каждый блок весит от 2 до 15 тонн, все они уложены в несколько параллельных рядов с минимальными зазорами. Геологи поначалу заявили, что это естественное образование, да известняк трескается прямоугольными блоками под воздействием температурных перепадов. Но в 2006 подводная съемка высокого разрешения показала под верхним слоем блоков второй слой. Такой же ровный, такой же упорядоченный, с блоками другого размера. Естественные геологические процессы не создают двойных слоев с разными размерами блоков. Возраст верхнего слоя около 10 тысяч лет. 10 тысяч лет назад уровень моря был на 120 метров ниже нынешнего из-за ледникового периода. Это означает, что дорога Бимини строилась на суше и ушла под воду вместе с подъемом океана в конце ледникового периода. Кто строил на Багамах монументальные каменные сооружения 10 тысяч лет назад, неизвестно. Йонагуни — подводный объект у берегов японского острова с тем же именем. В 1986 местный инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаки нырнул не в том месте и обнаружил на глубине от 5 до 27 метров ступенчатые террасы из песчаника. Ступени высотой до 4 метров, плоские горизонтальные площадки, вертикальные стены, прямые углы и то, что выглядит как дорога шириной около 2 метров, огибающая весь комплекс по периметру. Японский геолог Масааки Кимура изучал Йонагуни 20 лет и насчитал 10 отдельных структур, которые, по его заключению, имеют признаки рукотворного происхождения. Главный аргумент: на площадках обнаружены прямоугольные ямы с плоским дном и следы, интерпретируемые как высеченные знаки. Естественные процессы эрозии создают случайные формы, но не повторяющиеся прямоугольные выемки одинакового размера. Другие геологи настаивают на природном происхождении. Песчаник действительно склонен к расслоению по прямым плоскостям. Спор не закрыт. Но если Йонагуни рукотворный, то его возраст от 8 до 12 тысяч лет. И он также строился на суше до подъема уровня моря. На суше следы исчезнувших цивилизаций не менее загадочны. Пустыни Наска в Перу на площади около 500 квадратных километров выдавлены в грунте линии и фигуры. Колибри длиной 93 метра, паук размером 46 метров, обезьяна с закрученным хвостом. Кит — астронавт. Линии абсолютно прямые на расстоянии до 10 километров, без единого отклонения, несмотря на холмистый рельеф. Самое длинное прямое линейное образование тянется на 23 километра. Немецкий математик Мария Райхе посвятила изучению линий Наска 40 лет и установила, что часть из них направлена на точки восхода и захода Солнца, Луны и ярких звезд в определенные дни года. Но ни одна из теорий не объясняет, зачем создавать фигуры, которые видны только с воздуха. С Земли разглядеть рисунок невозможно, видны только отдельные линии. Культура Наска не имела воздушного транспорта ни в какой известной форме. В 1975-м перуанский исследователь Хулио Тельо нашел в архивах колониального периода испанские отчеты, в которых конкистадоры описывали встречи с местными жителями, утверждавшими, что линии создали люди с неба задолго до инк. Инки сами не знали, кто и зачем сделал НАТО. Они называли создателей словом, которое переводится приблизительно как «те, кто был до всех». В 1998 геолог Роберт Шох из Бостонского университета опубликовал результаты анализа, который перевернул датировку одного из самых известных памятников мира. Объект — Большой сфинкс в Гизе. Шох изучал не саму скульптуру, а характер эрозии на ее теле и на стенах окружающего котлована. Вывод: эрозия нанесена водой, а не ветром и песком. Вертикальные борозды на стенах котлована — классический след многовекового воздействия сильных дождей. Проблема в том, что в районе Гизы сильные дожди шли только в период от 7 до 10 тысяч лет назад. Последние 5500 лет этот регион засушливая засушливая пустыня. Это означает, что сфинкс был вырезан не в 25 веке до нашей эры, как принято считать, а минимум 7-10 тысяч лет назад, то есть до появления египетской цивилизации как таковой. Египтологи отвергли выводы Шоха немедленно и категорично. Главный аргумент: не существует никакой цивилизации того периода, которая могла бы создать сфинкс. Шох ответил прямо: именно это и является проблемой. Отсутствие известной нам цивилизации не означает отсутствие цивилизации вообще. В 2023-м египетские власти запретили Шоху въезд в страну. Официальная причина не указана, но геологический возраст сфинкса — это еще не кульминация. Кульминация находится под ним. Египетские тексты, так называемые тексты строителей из храма Эдфу,
описывают существование под плато Гиза системы подземных камер, которые они называли обителью Тота или залами Ака. В этих камерах якобы хранятся записи знаний предшествующей цивилизации, уничтоженной катастрофой. В 1998 египетские власти провели сейсмическое зондирование под Сфинксом. Результаты показали наличие прямоугольных полостей под левой лапой и под телом скульптуры. Прямоугольные полости не образуются естественным путем. Известняк разрушается неравномерно и не создает прямых углов. Данные сейсмического анализа были опубликованы, после чего египетские власти закрыли район для любых дальнейших исследований с бурением или зондированием. С 1998 года ни одна независимая исследовательская группа не получила разрешения на инструментальное изучение территории под Сфинксом. Американская организация по исследованиям и просвещению подала официальный запрос на проведение раскопок в 1996 откат. Японский университет Васеда подал аналогичный запрос в 2004 откат. Флорентийский университет запросил разрешение на неинвазивное сканирование георадаром в 2012 и откат. Параллельно в 2017 международный проект сканирования пирамид обнародовал данные о тепловых аномалиях в основании Великой пирамиды. 3 блока в нижнем ряду восточной стены демонстрировали значительно более высокую температуру на рассвете по сравнению с соседними блоками. Это указывает на наличие полости или воздушного пространства за этими блоками. Пустота прогревается иначе, чем монолитный камень. Египетские власти признали аномалию, объявили о намерении исследовать ее и с тех пор не опубликовали никаких результатов. Все это вместе, закрытый доступ под Сфинкса, необъясненные тепловые аномалии в пирамиде, геологический возраст скульптуры в 7-10 тысяч лет, прямоугольные подземные полости, складывается в картину, у которой есть только 2 объяснения. Первое. Под плато Гиза действительно находится нечто, что египетские власти не хотят показывать миру. Второе. Все это совпадение, и ученые просто не успели опубликовать результаты за 25 лет. Вернемся к вопросу, с которого начали. Как древние цивилизации без кранов и компьютеров создавали постройки, которые современные инженеры не могут повторить? Ответ, который дает официальная наука, звучит так: тысячи рабочих, примитивные инструменты, годы труда. Но эта версия не объясняет ни точность до доли миллиметра, ни блоки весом 800 тонн, ни вентиляционные системы 18 подземных уровней, ни следы токарной обработки на граните. Есть другой ответ, который следует из совокупности фактов. Где-то между 12 и 10 тысячами лет назад на Земле существовала цивилизация с технологическим уровнем, значительно превышающим то, что мы приписываем древнему миру. Эта цивилизация строила Гёбекли-Тепе, возводила фундамент Баальбека, обрабатывала гранит внутри пирамид и вырезала сфинкса в то время, когда климат Египта был влажным. Затем произошло нечто, предположительно резкое изменение климата в конце последнего ледникового периода, подъем уровня моря на 120 метров, возможно, столкновение с космическим телом. И эта цивилизация исчезла. Ее постройки остались. Знания были частично утрачены, частично переданы выжившими народами в виде мифов о богах, которые научили людей строить, пахать и считать звезды. Это не фантастика. Это гипотеза, которую отстаивают геолог Роберт Шох, Грэхэм Хэнкок, физик Пол Лафлин и ряд других ученых с академическими степенями. Официальная наука ее отвергает, но не опровергает по существу, а именно отвергает, отказывая в финансировании, доступе к объектам и публикации в рецензируемых журналах. В 2018-м группа ученых опубликовала в журнале «Геоморфология» статью с доказательствами того, что около 12800 лет назад Земля столкнулась с фрагментами комет. Удар вызвал резкое похолодание на 1200 лет, массовое вымирание крупных животных и, вероятно, уничтожение прибрежных поселений по всему миру из-за гигантских волн. Статья прошла рецензирование. Ее выводы приняты научным сообществом. Это означает, что глобальная катастрофа 12 тысяч лет назад не миф, а задокументированный факт. Если катастрофа уничтожила цивилизацию, то что осталось? Постройки из камня. Именно они и стоят перед нами. Это в Турции, Ливане, Египте, Перу, Боливии, под водой у Багам и Японии. Камень пережил все. Дерево, металл, ткань и папирус нет. Финальный факт, который стоит запомнить. В 1986-м советский геолог Александр Городницкий провел анализ донных отложений в районе предполагаемого расположения Атлантиды в Атлантическом океане у Азорских островов. Он обнаружил на глубине 2 километров базальтовые образования с признаками субаэральной эрозии, то есть разрушение на открытом воздухе, а не под водой. Это означает, что этот участок дна когда-то был сушей. Возраст образований около 12 тысяч лет. 12 тысяч лет. Та же дата, что у Гёбекли-Тепе. Та же дата, что у водной эрозии Сфинкса. Та же дата, что у кометного удара. Та же дата, что у ухода под воду дороги Бимини и Йонагунь. Все указывает на одно и то же время. Почти ничего не указывает на то, кто именно жил в это время и что именно они знали. Кроме камня. Камень стоит до сих пор и молчит ровно так же, как молчат те, кто мог бы дать ответы, но выбирает не давать разрешения на раскопки.